Все началось, когда человечество, по сути, перевернуло свою жизнь с ног на голову, с аграрной революцией. Как только один человек, работая на земле, смог прокормить пятерых, у остальных четырех появилось что? Правильно, свободное время. И вот именно это позволило одним людям начать готовить для других, превратив это в настоящую профессию. Да-да, именно так. Подумайте сами. Грандиозные стройки Древнего Египта требовали просто уйму рабочих. Ну и было бы крайне неэффективно, если бы каждый из них после тяжелейшего труда шел и сам себе готовил ужин. Разделение труда подсказало простое и гениальное решение. Одни таскают камни, другие готовят еду на всех. Вот это и была, по сути, первая в истории массовая столовая. Но давайте будем честны, египетская модель была, по сути, казарменной. Главный девиз «Ешь, что дают». А вот настоящий сервис появился уже у их соседей, вавилонян. Там уже были коммерческие таверны, где был выбор, и, что важно, качество услуг регулировалось законом. И это, конечно, был просто гигантский скачок вперед. И просто посмотрите, насколько серьезно тогда относились к качеству. Этот закон из кодекса Хаммурапи, очень ярко показывает, что общепит с самого начала был ответственным бизнесом, а не просто какой-то раздачей пайки. Ну, конечно, идея на месте не стояла. Греки предлагали еду и вино для путешественников. Но настоящий прорыв, конечно же, совершили римляне. У них были и термополии, это, по сути, аналоги современных бистро с горячей едой на вынос, и каупены, то есть полноценные постоялые дворы, где уже появились предшественники официантов. А теперь давайте сделаем огромный прыжок во времени на много веков вперед. Слово «ресторан» сегодня у всех ассоциируется с чем-то изысканным, с высокой кухней, но вот его первоначальное значение было совсем другим и, честно говоря, довольно неожиданным. Так вот, в чем суть? Первый ресторан, который открыл в Париже в 1765 году некий господин Буланже, был, по сути, диетической столовой. Он предлагал клиентам не какие-то там кулинарные шедевры, а целебные бульоны для восстановления испорченных желудков. Эта вывеска, по сути, первый в истории маркетинговый слоган ресторана, прямо говорит о его миссии. Ресторан должен был реставрировать здоровье, а не услаждать вкус гурманов. Идея, кстати, прижилась, и вскоре стали появляться заведения и с более разнообразным меню. А теперь самый драматичный поворот в нашей истории. Перемещаемся в Америку середины XIX века, во времена, которые точнее было бы назвать не золотой лихорадкой, а скорее золотым психозом. И вот именно этот хаос породил следующую великую инновацию. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Население крошечного, никому неизвестного городка Сан-Франциско всего за пару месяцев выросло в 25 раз. И всем этим людям нужно было где-то есть. Каждый день. И вот встает задача со множеством неизвестных. У золотоискателей были деньги, чтобы платить за еду, но у них совершенно не было ни времени, ни умения, ни, честно говоря, желания готовить. А традиционные рестораны с таким потоком людей просто не справлялись, они захлебывались. Вот они ключевые проблемы. Нанимать официантов немыслимо дорого. Все хотели мыть золото, а не разносить тарелки. Кормить всех из одного котла, как в Древнем Египте, тоже не вариант. У людей были деньги, и они хотели выбирать. Нужен был какой-то гениально простой выход. И он был найден. Система, которую мы сегодня знаем как кафетерий или самообслуживание, она решала все проблемы разом, устраняла нужду в официантах, давала клиенту выбор и обеспечивала максимальную скорость. Это был, просто триумф организационного гения. И эта идея оказалась настолько мощной, что быстро разлетелась по Америке, а затем и по всему миру. И при этом совершила крайне ироничные путешествия, в том числе, как ни странно, в Советский Союз. Вот так описывали американский кафетерий советские писатели Ильф и Петров. Чувствуете, да? В их словах искреннее удивление и восхищение этой эффективной и такой разнообразной системой. Для них это было настоящее чудо из будущего. А вот и тот самый ироничный поворот. Во время своего визита в США Никита Хрущев посетил столовую для сотрудников компании IBM и был просто поражен ее скоростью и чистотой.
Вернувшись, он лично дал команду внедрить эту прогрессивную американскую систему по всему Советскому Союзу. Но история на этом, конечно, не закончилась. Принцип самообслуживания и выбора лег в основу современных ресторанов формата free flow или свободное движение. Здесь уже не один длинный прилавок, а несколько островов с разной кухней, что дает еще больше свободы выбора. Так что же мы видим в итоге? Какой главный вывод можно сделать из этой многовековой истории? Оказывается, ключевые принципы успеха в общественном питании, в общем-то, остаются неизменными. Итак, первое и главное – это выбор. Всегда. Как в Вавилоне или в кафетерии. Второе – красивое иностранное название, как ресторан, отлично привлекает внимание. Третье – не стоит бояться улучшать старые традиции, как это сделали во время золотой лихорадки. И, конечно, поддержка влиятельного лица, как в случае с Хрущевым, может дать идее просто невероятный толчок. Вся эта история показывает, что общественное питание постоянно развивается, оно всегда отвечает на вызовы времени, от разделения труда в Египте до тотальной нехватки времени в Калифорнии. И это, конечно, заставляет задуматься, а какой вызов стоит перед нами сегодня, и какое гениальное решение уже рождается где-то прямо сейчас, чтобы на него ответить.